Здравствуйте, мои дорогие овны! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака на отношения, на вашу личную жизнь. Давайте посмотрим, что же вас ожидает в ближайшие несколько недель. Напоминаю, что вы можете оставить лайк, сообщение под этим видео. Кто еще не подписан, естественно, можете подписаться, если видео будет с вами резонировать, если оно вам подходит. Можете посмотреть мои еще другие расклады тоже на канале. Возможно, они вам тоже подойдут. Вы поймете, что в целом эти расклады вам подходят. Опять-таки будете замотивированы подписаться. Итак, давайте посмотрим, что же здесь ожидает наших овнов. В ближайшие несколько недель какие карты вам выпадут в нашем сегодняшнем раскладе. Карта башня мне чем-то напоминает расклад львов. Может быть, у кого-то отношения со львами. Итак, давайте посмотрим. Колесница все-таки. Вот она выпала у вас первая. Я думаю, что в этой ситуации есть определенные сложности или препятствия, потому что есть башня. Да, но вам все равно... В любом случае вы как будто бы считаете, что у вас есть все шансы на успех, даже несмотря на вот эту башню, на это проблемное состояние или какие-то препятствия, которые у вас возникают, вы все равно продолжаете двигаться вперед. Да, то есть здесь, несмотря на вот эти трудности, на сложности, вы готовы идти до конца, продолжать какие-то дела, которые вы уже начали, может быть, или какие-то планы, которые вы в этих отношениях строите. Возможно, так. Поэтому здесь эта карта колесницы есть с этими мчащимися конями, мчащимися вперед. Возможно, у вас в прошлом был какой-то негативный опыт, и вы не хотите, чтобы эта ситуация повторялась, поэтому есть очень много по 8 мечей переживаний, какие-то накручивания себя снова-таки по поводу этой ситуации. Может быть, есть дефицит доверия в этих отношениях. Возможно, вы раньше не доверяли этому человеку и сейчас зацикливаетесь опять на своих мыслях, очень много об этом думаете. Возможно, но тем не менее считаете, что стоит следовать дальше по своему пути, стоит двигаться дальше. И карта башня здесь она может восприниматься как какое-то пробуждение или понимание, что несмотря на это разрушение, да, у вас есть осознание, что нужно двигаться дальше, есть прояснение ситуации. Да, такая запутанная немножечко ситуация у вас в отношениях может происходить, потому что не самая лучшая карта, и может быть нестабильность, могут быть и взлеты, и падения. Но здесь эта башня выпадает над королевой кубков. Несмотря на то, что дела могут идти плохо, но тем не менее вы полны решительности, по-прежнему полны решительности двигаться дальше в этих отношениях. Это совершенно точно, овны. Поэтому собственно, да, я не думаю, что здесь какой-то очень плохой расклад. Нет, ваша здесь настойчивость и упертость овнов, она дает о себе знать. То есть у вас здесь есть королева кубков, и вы очень много эмоций проживаете, испытываете в этой ситуации. Возможно, здесь кто-то вмешивался в другое ваше отношение, какое-то третье лицо, но тем не менее, опять-таки, королева кубков показывает, что вы будете в центре внимания, вы будете главной персоной, и даже если кто-то пытается здесь каким-то образом повлиять на отношения ваши с этим человеком, то это, скорее всего, не получается. К тому же и вы не готовы здесь при любой неудаче первое разворачиваться и уходить. Вы будете стоять до последнего, вы будете продолжать двигаться дальше в этих отношениях, потому что вы испытываете глубокие чувства к этому человеку. И несмотря на какие-то даже мелкие здесь проблемы или какие-то не знаю, накручивание себя или какие-то страхи в том, что вы не доверяете человеку там в полной мере, так как это было раньше, тем не менее вы будете продолжать эти отношения сохранять. То есть я думаю, что эта ситуация, она, несмотря на весь свой негатив, заставит вас все равно находить больше позитивных моментов, стараться быть оптимистичными, стараться, несмотря на то прояснение ситуации, понимание, что вы больше знаете о ситуации, может быть, вас не все радует, то, что вы знаете, но вы понимаете, что лучше знать больше, да, больше информации, знать правду, чем находиться в неведении. И именно вот это осознание, ясность, да, происходящего, оно показывает вам, что вот вы готовы даже с тем, что вы теперь знаете всей этой информации, двигаться дальше. То есть упрямство у вас прям такое здесь очень явное. Вы хотите контролировать ситуацию, вы можете даже где-то пытаться оказывать влияние на того человека, с которым вы находитесь в отношениях, проявлять больше
настойчивости в каких-то вопросах. Возможно, здесь такое значение будет, да. Давайте подумаем, что здесь еще может в целом быть. Я думаю, что давайте подумаем просто о двойке пентаклей, подумаем о тузе мечей. Почему здесь такие карты у вас выпадают? Я думаю, что даже если здесь возникали какие-то, знаете, как обман или какая-то нечестность, какая-то такая вот ситуация предательства или недоверия, соответственно, то есть у вас есть эти колебания эмоций по двойке пентаклей, ощущение хаоса, опять-таки карта башни нас к этому возвращает. Вы тем не менее, да, несмотря на весь этот хаос в вашей жизни, в ваших отношениях, здесь стараетесь сохранять баланс, стараетесь удержать равновесие, стараетесь думать о том, что все будет хорошо. И несмотря на такую неустойчивость, которая у вас есть в этот период, и такую непростую ситуацию достаточно, но вы, тем не менее, взвесив все за и против, взвесив все варианты, что вам с этим делать, что дальше делать в этой ситуации, вы понимаете, что нужно все равно двигаться дальше. То есть, опять-таки, карта колесница. То есть события будут все равно развиваться, хоть и с определенными трудностями, проблемами, но вы с ними справляетесь в течение этих ближайших нескольких недель, потому что расклад на ближайшие несколько недель. Правда, вот этот туз мечей, да, здесь еще есть. Но вот я думаю, что вы можете получить какую-то, опять-таки, ясность, потому что вот здесь вот эта лестница у нее в голове. То есть прояснение ситуации, понимание каких-то вещей, решение проблемы, которая к вам приходит в голове, да, какая-то ясность решения проблемы. А здесь вы, узнав какой-то секрет, прояснив какую-то ситуацию, будете способны найти решение, что ли, этой проблемы. Да, когда узнаете что-то скрытое, поймете, как решать эту проблему, как здесь действовать дальше и что, собственно, делать в этой ситуации. Я думаю, так. Да, то есть здесь неплохой расклад для вас на самом деле, несмотря на такие вот не самые хорошие карты. Итак, Овны, на этом я сегодня с вами прощаюсь. Я всем желаю всего самого-самого наилучшего. Берегите себя и до скорого.